Я много рассказываю о том, в каких семьях вырастают люди с РПП, какие у них матери, что такое вообще типичная семья РППшника, что такое типичная мать РППшника. Но меня часто просят рассказать о том, сами люди с РПП, какими они становятся мамами. И сегодня буду рассказывать именно об этом. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Борте, я психолог, кандидат биологических наук. Вы на моем канале, я рассказываю о расстройствах пищевого поведения, я рассказываю, как от них выздоравливать и как с ними жить. Сегодня буду говорить о том, какие мамы получаются из людей с расстройствами пищевого поведения. Сразу важно сказать, я собираюсь рассказывать всякие ужасы. Но это не значит, что конкретно вы, конкретно вы станете такой матерью. Потому что вообще-то большинство людей не очень понимают, делают ли они что-то не так, когда растят своих детей. Не очень понимают. Или просто потому, что они не понимают, как надо, или потому что они не могут как надо по разным причинам, или потому что им все равно как надо. Но вы, конкретно вы, если вы здесь и смотрите это видео, значит очевидно, что вы хотите понимать, как стать для своего ребенка максимально, возможно, хорошей мамой. Поэтому конкретно вы в безопасности. Я буду рассказывать ужасы, а вы слушайте и понимаете, какие есть риски и чего нужно избежать. Так вот, какие мамы получаются из людей с РПП? Прежде всего, конечно, это тревожные мамы, номер один. Тревожные мамы. Причем тревожные мамы сами по себе бывают трех типов. Это контролирующие матери, это попустительствующие матери и это такие дистантные матери, дистантные. Почему люди с РПП становятся тревожными матерями? Потому что это те матери, которые понимают, что раз у них РПП, значит их дети могут подвергнуться какому-то я не знаю, какому-то воздействию, какому-то травмированию. Кошка, угомонись, я тебя не выпущу. Нет. Кошка хочет выйти. А я всегда говорю, хочешь выйти, не входи. Так будет проще. Так вот. А что же у меня горизонт так завален? Так вот, что я говорила? Тревожные матери. То есть это мамы, которые понимают, что у них есть проблема, и они очень-очень не хотят каким-то образом навредить своему ребенку. И для них это прям задача. Заколебала эта кошка, иди в шкаф. Для них прям важно не навредить своему ребенку. Что они делают? Эти контролирующие матери, такие тревожные, контролирующие, они очень переживают, что ребенку будет нанесен какой-то вред, поэтому они все время за ним следят. Они следят за собой, они следят за ним, они следят за выражением своего лица, за тоном, с которым они разговаривают с ребенком. Они следят за тем, что ребенок ест, чтобы это было правильное питание, не вредное, не слишком много, не слишком мало, чтобы ребенок занимался физической активностью ровно столько, сколько нужно, чтобы ребенок спал сколько нужно, чтобы, не дай бог, каким-то своим неправильным поведением вызвать у ребенка дискомфорт, травму, проблемы, РПП в будущем, или чтобы, не дай бог, пропустить какое-то поведение ребенка, которое может указывать на травмы и на РПП в будущем. А это такие мамы, которые ребенок плачет, они такие сразу: почему ты плачешь? Расскажи, кто тебя обидел, что происходит, что у тебя на душе, выражай свои чувства, поделись со мной. Да? Или почему ты не хочешь есть эту кашу? А почему? А может, ты худеешь? А может, ты еще что-то делаешь? А может, ты какие-то таблетки принимаешь? Что-то твои подружки какие-то худые? А может, у них РПП? А вы когда-нибудь говорили о том, что надо похудеть? Это все. Это тревожные контролирующие матери, потому что они очень боятся, что у их детей случится РПП.
Тревожные попустительствующие матери — это тоже матери, которые очень боятся, что у их детей будет РПП или какие-то травмы. Поэтому они разрешают детям все. Все, вот вообще. Хочешь есть — ешь. Не хочешь не есть — не ешь. Хочешь ходить в школу — ходи. Не хочешь ходить в школу — не ходи. Хочешь плакать — плачь. Я буду сидеть рядом с тобой 2 часа и смотреть, как ты плачешь. Если у тебя истерика, я дам тебе все, что тебе нужно, только чтобы ты не подумал, что твоя мать, вот она безразлична к твоим слезам. То есть вот такие матери, которые сразу согласны на все, что бы их ребенок ни делал, что бы он ни говорил, что бы он ни думал, что бы он вообще не, как бы он себя ни вел, потому что очень важно не ограничивать ребенка и не нанести ему травму. Если этот ребенок, вот она, та, которая мне мешает, посмотрите на нее и запомните это лицо, это все из-за нее. Так вот. Если этот ребенок решит есть одни бургеры, такая мама скажет: да, конечно, ты можешь есть все, что хочешь, я ни в чем тебя не ограничиваю. Попустительствующие матери. Третий тип тревожных матерей — это дистантные матери. Это матери, которые так боятся нанести своему ребенку травму, что на всякий случай вообще к нему не приближаются. Вообще ничего ему не говорят, ничего не делают, даже не проводят с ним особо время, потому что вдруг в этом процессе я нанесу ему какую-то травму. Ничего с ним не обсуждают, потому что я скажу что-нибудь не то, и ребенок травмируется. В общем, они очень-очень тоже, они настолько озабочены тем, чтобы не нанести ребенку травму, что на всякий случай вообще к нему не подходят. Вообще. Этого ребенка воспитывает кто-то еще, там бабушки, папа, вообще кто угодно. Мама такая: не-не-не, ко мне лучше не подпускайте ребенка, я еще, не дай бог, его травмирую. Тем более у меня вот у самой тут, знаете ли, проблемы РПП и все прочее. Не-не-не, я еще пример ему плохой покажу. Нет. Вот. В чем проблема с такими матерями, с тревожными матерями? Ну, во-первых, когда у ребенка контролирующая мать, которая все отслеживает, очень за него беспокоится, ребенок растет с чувством, что он сам ни на что не способен. Если мама должна контролировать вот все, что он ест, куда он ходит, с кем он общается, что вообще там, не худеет ли он, не толстеет ли он там, ну вот все, у ребенка появляется ощущение, что он сам не сможет. А раз он сам не может, то он не может не только там решить, что ему есть, или когда ему есть, или что ему делать, и сколько ему заниматься спортом. Он не может решить ничего. Такие дети не могут решить ничего. Дети, которых сильно контролировали, из лучших побуждений контролировали. Они не могут выбрать университет. Они не могут выбрать, с кем им дружить. Они не могут выбрать, за кого им выходить замуж или на ком жениться, где работать. Они не могут выбрать ничего, потому что они растут с четким ощущением, что я выберу какую-то ерунду. Поэтому я либо буду все время у всех спрашивать и сверять принимаемые мной решения, чтобы мне кто-то сказал, что да, нормально, это отличная идея, тогда да. Либо я просто вообще замру и не буду делать ничего, чтобы не сделать хуже, потому что это был мамин посыл. Не двигайся, сделаешь хуже, я сейчас все решу, я сейчас скажу тебе, как надо. Что касается попустительствующих матерей, там еще есть какая проблема? Вот для попустительствующих матерей, они же любят своих детей безусловно, детям можно все, они все время это транслируют. Они говорят: мне не важно, как ты учишься, учись на двойке, если хочешь. Можешь вообще в эту школу не ходить, можешь вообще ничем не заниматься, я все равно тебя люблю. Мне не важно, убираешься ли ты в своей комнате или бросаешь грязные шмотки посреди гостиной. Я все равно тебя люблю. Мне не важно, с кем ты дружишь, во сколько ты придешь домой. Я просто буду сидеть и ждать тебя, потому что я все равно тебя люблю. Проблема у таких детей в том, что они растут с ощущением, что они не важны. Если не важно, во сколько я прихожу домой, с кем я общаюсь, как я учусь, что я вообще делаю, значит, я не важен для своих родителей. Ну, я не важен. Я могу тут вообще весь тут добиваться чего-то, там, выигрывать спортивные соревнования, учиться на высший балл.
Родителям без разницы, родителям плевать. Я не важен. И это травма, потому что, ну или точнее скажем, это такое серьезное неудовлетворение потребности, потому что у нас есть потребность в значимости. Мы хотим быть важными для людей, которых мы любим. Если мы им не важны, мы страдаем, мы чувствуем себя плохо. А что касается дистантных матерей, которые не, как бы на всякий случай вообще не занимаются своим ребенком, то там четкая очень проблема, там ребенок получает травму отвержения, потому что эта мама, все три тревожные мамы, не удовлетворяют эмоциональные потребности ребенка. Не удовлетворяют. И эта мама, которая дистантная, приводит вот эта ситуация приводит к одному выводу у ребенка: меня не любят. Мама не любит меня. Она не занимается мной, она не проводит со мной время, она со мной там не дурачится, она не любит меня. Поэтому она держится на расстоянии от меня. И это, конечно, тоже травма, потому что, как я сказала, это травма отвержения. Вот. А что тут еще важно добавить? Важно добавить, что вот мы всегда говорим, что ребенка нужно любить. И в какой-то момент в европейской культуре, в гуманистической психологии создалась такая идея, сформировалась. Не везде, не всегда и не среди всех. Но что главное, что требуется от родителя, это любить его и создавать ему условия. И все. Вот прям вот любите и прям давайте ребенку посыл и веру в то, что он как бы всего добьется, и вообще ему все по плечу, и он может поменять мир. А что это такое? Ты всего добьешься, ты сможешь изменить мир, тебе все по плечу, и мы тебя просто любим. Это типичная мама-анорексика. Родитель должен не только любить своего ребенка, он должен любить своего ребенка, а еще он должен его воспитывать. А воспитывать — это создавать правила и следить за их соблюдением. И если правила не соблюдаются, там дальше следует наказание и какие-то санкции. Ни в коем случае не насилие, но какие-то договоренности должны быть в семье. Правила такие: ты приходишь домой во столько-то. Или правила такие: ты приходишь домой, ты делаешь домашнее задание. Ты его делаешь, потому что вот такие у нас в семье правила. Или правило такое, что там, не знаю, ты сам кормишь своих животных и чистишь им клетки, и делаешь это раз в неделю. И если ты этого не делаешь, то там, не знаю что, мы тебя лишаем карманных денег, например, не знаю. Или ты не пьешь, или ты не употребляешь наркотики, или ты там не ходишь на какие-то непонятные вечеринки до совершеннолетия. Это нормально. Вот это как раз не про травму. Когда родитель должен быть любящим, последовательным и справедливым. Не только любящим, а еще последовательным и справедливым. То есть если у нас такие правила, у нас всегда такие правила. Они могут измениться только, например, с твоим взрослением. То есть вот пока тебе 12, ты приходишь домой в 9, когда тебе будет 16, ты будешь приходить домой в 11. А когда тебе будет 18, можешь вообще не приходить, если хочешь, там, ночуй у мальчика, но после 18. Ну как-то так. То есть последовательным и справедливым — это когда вы понимаете, да, то есть если ребенок и нарушил какие-то правила, вы сначала выясняете, почему. Возможно, у него были какие-то серьезные причины на это. И тогда он, безусловно, не заслуживает наказания. Ну, то есть, грубо говоря, не пришел домой в 9 часов, потому что спасал котенка, попавшего в канализационный люк. Ну, желательно при этом, чтобы он позвонил вам без 10-9 и сказал: так и так, прийти не могу, спасаю котенка. И тогда папа может пойти и помочь спасти котенка. Ну, как-то так, понимаете? То есть, да, это был первый тип мам, тревожные мамы, потому что травмированные ведь. Ведь люди с РПП — это травмированные люди. Поэтому из них получаются тревожные мамы. Второй тип матерей, которые получаются из людей с РПП, это идеальные мамы. Это, конечно, про анорексию в первую очередь. Идеальные мамы, которые стараются все делать по правилам, все четко, как надо, режим дня,
учеба в школе, после этого занятия спортом, дополнительные какие-то кружки, иностранные языки. И такая мама, такая анорексичная мама, как правило, она хочет, ожидает от своего ребенка, чтобы он тоже был идеальным. Потому что у анорексика должно быть идеальным все. Должна быть идеальная я, должна быть идеальной моя одежда, должна быть идеальной моя семья. Это очень важно. И у меня должны быть идеальные дети. У таких идеальных родителей вырастают либо анорексики, либо булимики. Часто. Ну, я не говорю, что они вырастут у анорексичной мамы, но это прям вот типичная мама анорексика и булимика. Это мама, которая хочет, чтобы ее ребенок был идеальным. При этом он либо изо всех сил старается быть идеальным, и тогда у него есть шансы получить анорексию, либо он старается, и у него не получается, и тогда у него все шансы получить булимию. Идеальная мать. Третий тип матери, который часто получается из людей с РПП, это отсутствующая мать. Это, конечно, больше про булимию. Отсутствующая мать – это мать, которая все время работает, она все время занята какими-то своими проблемами, какими-то своими переживаниями, она варится в каком-то своем мире, она варится в своих отношениях с мужем, со своими родителями, то есть она все время чем-то занята, и ей, строго говоря, не до ребенка. Причем булимики очень часто ведь трудоголики, и трудоголики имеют свойство, вот у них очень много задач, они раздражаются, когда их отвлекают, когда им мешают. То есть вот там у мамы планов, а тут ребенок что-то в школе натворил, и надо идти в эту дурацкую школу. Господи, да у меня столько дел, а тут еще ты со своей школы, ты же не можешь нормально учиться. Ну ты что, не можешь быть нормальным? Равно не мешать мне заниматься своими делами. То есть тут тоже понятно, что будет с ребенком. Он будет расти с чувством, что он мешает родителям. Он мешает, лучше бы его не было. Мама так занята. У мамы столько дел. Мама зарабатывает деньги. Мама работает день и ночь. А ты тут мешаешься со своими вот этими вот детской вот с этой ерундой. Мне некогда слушать, почему вы поссорились со своей подружкой. Мне некогда, у меня работа. Отстань. Сядь там в уголок и желательно молчи, потому что маме нужно сосредоточиться. То есть вот такие мамы получаются из людей с РПП. И если в первом случае с идеальной мамой ребенку практически гарантированно обеспечена нарциссическая травма, это то есть я недостаточно хорош, то вот с такой отсутствующей мамой у ребенка, конечно же, будет вот это «я не важен», меня не любят, я всем мешаю, лучше мне исчезнуть. И тогда это почти гарантированное послание от родителей: не живи или сделай что-то такое, чтобы на тебя вообще обратили внимание. Потому что на тебя внимание особо никто не обращает, точнее на тебя обращают внимание только когда ты создаешь проблемы. И это внимание, прям скажем, не позитивное. Четвертый тип матерей – это закармливающие матери. И это, конечно, прежде всего про компульсивное переедание, и как это ни парадоксально, про анорексию. Закармливающие матери – это матери, которые все время готовят какую-то еду и все время поощряют ребенка, чтобы он эту еду ел. И желательно много, и желательно прям вот с аппетитом. Еда должна быть обязательно вкусная, а если она не вкусная, то все равно ешь. Это люди с компульсивным перееданием. Почему? Во-первых, потому что, или не обязательно с компульсивным, с эмоциональным перееданием. Во-первых, потому что часто они происходят из семей, где есть вот это вот преувеличенное внимание к еде, где еде придается большое значение, где еда используется для регулирования чувств, где еда используется для того, чтобы выразить свою любовь. И они так в том числе выражают свою любовь к ребенку. Они следят, чтобы он ел. И ел много. Как правило, эти же матери транслируют прямо противоположную идею. Ешь много, но не становись толстым. Потому что ты видишь, у нас в семье проблема. Мама всю жизнь борется с весом. Мама всю жизнь страдает от лишнего веса. Не повтори мамин путь. Не вырасти человеком с компульсивным перееданием.
То есть одной рукой мама кормит ребенка, перекармливает его, а другой рукой она ему сообщает, как бы дает понять, что он должен как-то остаться худым при этом. Вот как-то. А если он не остается худым, то его ждет жизненная трагедия, потому что у мамы жизненная трагедия с этим связана, с весом и с тем, что она ничего не может с этим сделать. Кроме того, люди с компульсивным перееданием, вообще с перееданием, часто испытывают стыд за это. То есть не могу же я есть, вот я сейчас буду сидеть, есть эти плюшки, а значит моя семья не будет, поэтому им тоже плюшки. Ну как бы так, для справедливости. А то что же я как бы себе вот, значит, там пойду куплю, а всем остальным не куплю. Я всем остальным куплю тоже. И здесь тоже возникает вот такое закармливание на фоне того, что мама страдает от своего лишнего веса и все время транслирует вот это недовольство. Что касается анорексиков, то анорексики могут закармливать детей по двум причинам. Во-первых, из страха анорексии, страха, что ребенок искреннего, что ребенок повторит их путь. Поэтому они их прям кормят и прям следят, чтобы они ели. А второй момент, анорексики вообще с удовольствием кормят других, как правило. Они готовят там 10 блюд, это такое, еще тортик испекут, еще все, потому что когда другие едят, это снимает у них напряжение и тревогу. Поэтому они тоже, как это ни парадоксально, могут превращаться в закармливающих матерей. И пятый тип матерей, наверное, самый опасный, как мне кажется, для ребенка, это страдающая мать. В таких семьях со страдающей матерью, как правило, дети знают об РПП у мамы, узнают довольно рано. И мама с этим РПП, в который она погружена, она в нем живет, и вся семья как бы участвует, становится такой созависимой и участвует в этой жизни с РПП. И это постоянно транслируется, это страдания, эти муки. А люди с РПП – это, как правило, несчастные люди, как правило, всегда. Это несчастные люди. Это люди, которые много страдают на самом деле. Градус боли у людей с РПП очень высокий. Но обычно, в отличие от анорексиков, анорексики могут еще его выражать, но тоже не всегда и очень конкретным людям, например, только своей маме. Анорексик показывает, насколько ему плохо. А для всех остальных он такой: все прекрасно, все прекрасно. Вот. Вот. То есть обычно уровень боли очень высокий, но редко транслируется наружу. А вот эти страдающие мамы, они его транслируют. Они говорят: мне плохо, я страдаю, я рву, или я не могу есть, или я опять переела, я вот страдаю, я мучаюсь, я болею. И в таких семьях дети превращаются в спасателей для своих мам. Это неизбежно. Когда родитель страдает, неважно, почему он страдает. Ребенок, как правило, особенно хороший ребенок, он начинает маме помогать, за маму как-то бороться за маму. Вот бороться, это классическое созависимое поведение. И ребенок обычно очень рано начинает эту маму удочерять. Это называется парентинг в психологии, когда ребенок становится для своего родителя как бы родителем. Этот ребенок начинает следить за тем, что мама ест, старается предотвращать его срывы, говорит: мама, не ешь, или мама, поешь, или мама, вот я там для тебя что-то приготовил, ты, пожалуйста, вот поешь, и, пожалуйста, вот не рви, мама, ну мне так важно, чтобы ты, пожалуйста, выздоравливай, мама. И это, я сказала, наверное, худший вариант для ребенка, потому что такие дети вообще отказываются от своей жизни. Они не живут свою жизнь. У них начинаются проблемы с общением, с друзьями. Там еще и примешивается очень много вины своей за маму. Как будто я виноват в том, что маме так плохо. Там и стыд еще замешивается, потому что мне стыдно, что мама такая, и я понимаю, что я должен что-то с этим сделать, и как-то маме помочь, и мне стыдно за себя, что я не могу маме помочь. То есть там очень-очень много чувств, и эти дети часто вырастают, из
роли вот этого спасающего ребенка, который ищет маме уже психологов сам, он там маме ищет какие-то клиники, он маме ищет какие-то схемы питания. Вот все, что делают родители для детей с РПП, когда у них анорексия или булимия в раннем возрасте, для подростков, когда вот ты погружаешься в это полностью и только занимаешься вот этим, поел, не поел, новый врач, новый психолог, клиника, помогло, не помогло. Здесь происходит ровно наоборот. Здесь эту роль начинает выполнять ребенок. Причем часто папа там как бы, видя, что ребенок эту роль на себя берет, если папа есть, он как бы с готовностью ее отдает, потому что это головная боль та еще. И ребенку буквально могут сказать: следи, чтобы мама не рвала. Следи, чтобы мама поела, а я пошел на работу. Следи, чтобы мама ничего с собой не сделала. Не дай бог, что там суициднется, а я пошел на работу. И вот этот ребенок с такой ответственностью за мамину жизнь и здоровье, он вот с этой ответственностью растет. Это гарантированно, у этого ребенка жизни не будет, если он не вырвется. А если он вырвется, ему придется преодолеть сильнейшее чувство вины, что он бросает маму, что мама может погибнуть, потому что он, такая эгоистичная гадина, бросает маму и живет собственную жизнь. Вот 5 типов матерей. Тревожные матери, причем они бывают контролирующими, попустительствующими и дистантными. Отсутствующие матери, идеальные матери, закармливающие матери, которые... К чему приводит это закармливание? К тому, что ребенок будет всю жизнь бороться с весом. То есть мама всю жизнь боролась с весом, и ребенок будет всю жизнь бороться с весом. И вот такие страдающие матери, у которых дети превращаются в их родителей, удочеряют их и практически жертвуют свою жизнь ради жизни мамы, чтобы спасти маму. Вот. Еще раз хочу сказать. Если у вас РПП, это не значит, что вам нельзя иметь детей, потому что вы превратитесь в одну из таких матерей. Нет, ни в коем случае. Если у вас РПП, и вы пришли на этот канал, значит, вы пытаетесь с ним что-то сделать. Если у вас РПП, и вы смотрите это видео, значит, вы хотите знать, какие ошибки вы можете допустить и как их не допустить. Кстати, как их не допустить? Не допустить, не быть такой матерью, прорабатывать свое РПП, прорабатывать свои травмы, не навешивать их на детей, а идти и разбираться с ними. Вот. То есть у меня наоборот. Мне наоборот хочется вас поддержать, сказать: заводите детей, любите детей, воспитывайте детей, разбирайтесь со своими травмами, не оставайтесь без помощи. И вот, еще раз, и будьте как котик, которого вообще никаких проблем с самооценкой нет, да, и он вообще делает, что хочет. Захотел — пришел, захотел — ушел, захотел — на руки, захотел — слез. Вот самое здоровое отношение к жизни. Чего я про кота опять вспомнила, неважно. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки, как всегда, в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там чуть больше контента, там можно общаться, поддерживать и получать поддержку. Ну и вы можете находить меня через социальные сети, если я вам нужна. Пока!